Так, знакомьтесь, наш сегодняшний герой — 35-летний гонщик серии IndyCar, новозеландец Скотт Диксон. Кстати, родился он в Австралии, но является гражданином Новой Зеландии. Именно под флагом этого государства выступает в гонках. Ну а живет Скотт Диксон в Индианаполисе. Однако, как он рассказывает, многое в его жизни изменилось после появления детей. 2015 marked Scott Dixon's 15th IndyCar season, the last 14 with Target Chip Ganassi Racing. Уже 15 лет Скотт Диксон выступает в Индикаре, и большую часть своей карьеры он провел в составе команды Чипа Ганасси. В Индикаре Скотт Диксон дебютировал в 2003 году. До этого 2 сезона провел в серии Чампкар. Его сотрудничество с командой Чипа Ганасси началось именно там, в 2002 году. А уже в 2003 он завоевал свой первый чемпионский титул. Я думаю, что в Индикаре, да и вообще в любых формульных сериях ты постоянно учишься, и даже если у тебя большой опыт, то все равно каждая гонка приносит новые знания. Сейчас на счету ни одного из других пилотов Индикара нет такого количества побед, как у Скотта Диксона. Turning 35, and seeing, younger drivers coming in, say just 20, just as I was when I first came into car. На счету Скотта Диксона к настоящему моменту уже без малого 4 десятка побед в ведущей формульной серии Америки. I think it's very important for IndyCar. I think it's very important for the evolution of racing and seeing the different personalities. And yes, you're going to have problems. I remember myself at Road America one year, getting into a, altercation with Michael Andretti, racing for the same part of the track. It's just, you're going to push the boundaries and you just hope that nobody gets hurt. That's the biggest fundamental part about it. But yeah, that's racing, man. That's racing. You're going to have different people trying to do different things. With just 3 races left in the 2015 season, Scott Dixon is in contention for his 4th championship. В 2015 году Скотт Диксон боролся за свой 4-й чемпионский титул. За 3 этапа до окончания первенства он еще сохранял шансы выиграть заветную корону. В Индикаре невероятно высокий, просто фантастический уровень конкуренции, рассказывает новозеландский пилот. Плюс совсем разные трассы. Здесь есть и городские трассы, дорожные автодромы, короткие овалы, быстрые суперспидвеи. И нужно быть быстрым на всех типах трасс, чтобы добиться успеха в чемпионате. И все это делает серию IndyCar очень интересной для зрителей. Мы вспоминаем события 2003 года и победу Скотта Диксона на овале Техас Мотор Спидвей в Форт Уорте. Это был особенный сезон, ведь именно в 2003-м я завоевал свой первый чемпионский титул, вспоминает Скотт. Именно тогда изменился уровень конкуренции в Индикаре. Стало тяжело даже пробиться в первую десятку. Но при этом появилось очень много гонщиков, которые выступали на одном уровне. И уже тогда 15 пилотов могли реально иметь шансы на победу. В 2008 году Скотт Диксон выиграл
свой второй чемпионский титул и добился победы в самой престижной гонке 500 миль Индианаполиса. Кроме того, на его счету и победа в гонке 24 часа Дайтоны. Ну, конечно же, вот такой высокий уровень конкуренции делает победы только слаще, говорит Скотт Диксон. Я думаю, что мы еще большего добьемся в будущем. Scott Dixon wins at Long Beach for the first time. With wins at Long Beach and Texas this year, В 2015-м Скотт Диксон сумел одержать победу на одной из культовых трасс IndyCar в Калифорнии, в Лонг-Бич. Я всегда говорил о том, что победа в Лонг-Бич — это одна из моих главных целей, говорит Скотт Диксон. И очень здорово, что мне удалось наконец-то выиграть на этой трассе. I feel very privileged. It's a very small amount of people get to do what I do in the world. И в целом я считаю себя привилегированным человеком, потому что очень мало людей на планете за всю историю добивались таких успехов в Индикаре, как я. А самое главное — это то, что я люблю тем, чем занимаюсь. Я люблю бороться за победы, бороться за чемпионские титулы. Scott married his wife Emma in 2008. В 2008-м Скотт Диксон сделал предложение своей подруге Эмме, женился на ней, и сейчас они воспитывают вместе двоих детей. It's amazing. Like, that was one of the most favorite days we've had in a long time. Like, it was very special, and to have the girls there to share it with us was really, really magical. On the eve of his 35th birthday, Emma and the girls make a trip to their favorite store for the birthday boy. What do you really want to get, Daddy? What do you want? Супруга Скотта Диксона Эмма вместе с дочерьми Поппи и Тилли отправляются в супермаркет за покупками накануне дня рождения. У меня потрясающая семья, замечательная супруга, две невероятные дочки. Я получаю большое удовольствие, проводя время со своей семьей, говорит Скотт Диксон. I'm still getting that little book. He really likes Kit Kats. Oh, look, these are quite cute. Look, the mini Kit Kat bags. And he keep them on the road with him, didn't he? Yeah, cute. Do you like those? Yeah. Do you think he'll like them? Yeah. Кстати, супруга Скотта Диксона также имеет непосредственное отношение к спорту. Она выигрывала соревнования по бегу в Великобритании и Уэльсе. Emma grew up around horses and has shared her love for them with Scott and their girls. И большим увлечением Эммы являются лошади, и это увлечение она сумела передать Скотту Диксону. It's really nice to teach them respect, for the animals, and they love the horses as well. This is the only horsepower Scott's scared of. He can drive like 230 miles per hour, but he's not much of a horsey boy, are you? I like horses. Yay. They just go a bit crazy. See, if you sit up nice and straight, you've got loads of balance. Come on. No, don't if say you whoa. say whoa, it'll make him stop. He stopped. Okay, say walk on. Walk on. Walk on then. Walk There on. we go. Scott has his happy place on the track, I'm sure, but this is like my happy place. Ну, если для Скотта любимое место — это гоночная трасса, говорит Эмма, то для меня это, безусловно, место, где я могу пообщаться с лошадьми. They get their money's worth, and sadly they discard them. And he was brought into the barn I was riding at, and he was so nervous and shy, but I thought he had like the same face as Scott, like just kind eyes. No, but it's the gingerness. I don't know what it is, but he had like those kind eyes, and we kind of rescued him really and took him on. So I was able to ride him for about 5 years. Oh. I was able to ride him for about 5 years, and then his injuries from the racetrack just kept catching up with him, and so we decided to retire him. Now he's just a really expensive pet, as Scott likes to call.
but we love him. He's part of the family, aren't you, Odie? We're really lucky. It has become quite a circus. Yeah, I remember when I first met Scott in London, we were, you know, young 20-year-olds, just taking each day as it comes, and, you know, it is really amazing. Like, we love our lives. We've got two beautiful girls. Мы счастливые люди, говорит Эмма. У нас две замечательные дочери, и мы наслаждаемся жизнью. Мы отправляемся на знаменитую американскую дорожную трассу Мид-Огайо. The Mid-Ohio Sports Car Course is a 13-turn racing circuit in the rolling hills of central Ohio. The 2.25-mile track is considered one of the most competitive courses on the IndyCar schedule. Одна из самых требовательных трасс в календаре серии IndyCar. In my wheelhouse for some reason that just gel well at that place and have always done, you know, fairly well. So I don't know. It's one of those tracks that you just really. Я не знаю почему, но мне всегда удавались хорошие гонки на Мид-Огайо. Это одна из моих любимых трасс, говорит Скотт Диксон. На этой трассе, рассказывает Дарио Франкетти, делится он своим опытом, есть как быстрые, так и медленные повороты. Действительно, эта трасса сочетает в себе различные секции. Очень верно, очень сложно здесь найти верный ритм, рассказывает Майк Халл, управляющий менеджер команды в чемпионате рейсинг. Команда Чипа Ганаси здесь в Мид-Огайо выиграла 10 гонок, половину из них смел выиграть Скотт Диксон. Нам всегда удавались здесь хорошие гонки. Ну а в 2015-м успешное выступление на Мид-Огайо было крайне важным для Скотта Диксона в плане борьбы за чемпионский титул. Just watching the lap work here, guys. Obviously still on the Firestone Blacks, but the balance is impeccable here. You can see he's got tremendous grip at the front of the car. The car points where he wants to go, and when he gets after the throttle, it's aggressive. Scott is just amazing, you know. He's in his 14th year at Chip Ganassi Racing. He kind of makes it look. Скотт Диксон уже 14 лет выступает за команду Чипа Ганасси, но он по-прежнему быстрый, он по-прежнему прогрессирует. IndyCar introduced new aero kits this year. В 2015-м Диксону, как и другим пилотам, пришлось осваиваться с новыми аэродинамическими обвесами. Благодаря новой аэродинамике увеличилась прижимная сила и выросла скорость, особенно на дорожных трассах. Диксон побил новый рекорд трассы, однако этот результат продержался недолго. Good night. He beats Charlie Kimball's lap record, a 1:04.659 for Dixon. Good night, folks. Game over. I think that'll be the lap that stands. The lap does stand. And Scott Dixon will start from the pole tomorrow. Однако Диксон снова сумел перебить лучшее время и завоевал пол-позицию. При том, что годом ранее в Мид-Огайо он сумел одержать победу, стартуя последним 22-м. And he will go down as one of the all-time great IndyCar drivers. He just continues to build on that record. But as a person, Скотт невероятный человек, отличный гонщик, и он продолжает бить рекорды. Я думаю, что каждый руководитель команды мечтает иметь в своем коллективе такого пилота, говорит Чип Ганасси. If you drew the picture or made the movie of the guy, that would be him. Magnificent Mid-Ohio. We've been racing IndyCars here since. Мы продолжаем вспоминать прошлогодний этап на дорожной трассе Мид-Огайо вместе с героем этого выпуска Хроник IndyCar, четырехкратным чемпионом
Скоттом Диксоном. К тому моменту на счету Диксона было еще 3 титула, 4-й только предстояло завоевать. Поэтому этап в Мидо-Гайо был очень важен для новозеландского пилота команды Чипа Ганаси. Год назад, в 2014-м, Диксон выиграл на этой трассе, причем стартуя с последней позиции. На этот раз он начнет гонку с поула. Шансы на победу гораздо выше. Но в Индикаре, учитывая уровень конкуренции, может произойти все, что угодно. У нас на трассе Мидо-Гайо было много успешных уикендов, но были и неудачи. Конечно же, особенной стала гонка 2014 года, когда нам удалось победить при старте с последнего места. Удастся ли Диксону вновь выиграть на Мидо-Гайо, стартуя с 1-й позиции? Гонщики, заводите ваши моторы. Зеленый флаг. Начинается борьба на дорожной трассе. Сразу пытается Диксон опередить по внешнему радиусу Себастьян Бурде, но у французского пилота этого сделать не получается. Диксон сохраняет 1-ю позицию. На первых кругах дистанции Дикси, как американцы порой называют этого пилота, продолжает лидировать. Хорошая скорость, продолжая в том же духе. Рекомендация с капитанского мостика по радиосвязи. На трассе тем временем продолжают кипеть страсти. Разворачивает Такуму Сато после контакта с одним из соперников. Желтые флаги. Механики готовятся к первому пит-стопу. Ситуация на 21-м круге изменила всю гонку. Гонщики, которые уже к тому моменту успели остановиться, остаются на трассе. Остальным же приходится заехать на питлейн под желтыми флагами. На этом эти пилоты теряют большое количество позиций. В их числе и Скотт Диксон. В итоге, после своего первого пит-стопа он возвращается на трассу только на 13-й позиции. Теперь преимущество переходит к Хуану Пабло Монтойя и Грэму Рейхолу, но Диксон не намерен сдаваться. После рестарта Диксон на 12-м месте, уступая лидирующей группе примерно 8 секунд. На этом отрезке он на жестких шинах. Мы дождемся следующего пит-стопа и переобуем машину в мягкие шины. Делится планами гоночный инженер Диксона. Так, в момент следующей остановки Диксон переходит на более быстрые красные шины. Мягкий состав резины Firestone. Новозеландец возвращается обратно на трассу. Диксон атакует на полную катушку, пытаясь отыграть время и позиции. Он прорывается через пелотон и постепенно поднимается все выше и выше в протоколах. В итоге Диксон добирается до 7-й позиции, но застревает позади Симона Пажино, напарника своего главного соперника по борьбе за чемпионский титул по команде Пенски Хуана Пабло Монтойи. Так и не сумев опередить француза, Диксон сворачивает на 3-ю дозаправку. Это последний плановый пит-стоп для Диксона в этой гонке. Он переходит на новый комплект мягких шин Firestone. If a yellow falls, Dixon's right back in the game. But it has to happen in the next lap or two. Exactly. Вскоре после этого разворачивают машину Сейджа Кэрома, напарника Диксона по команде Ганаси.
Could be a major turning point in the complexion of this Это играет race. на руку So a Диксону. huge gain for Scott Dixon. And coincidence, guys, that it's his teammate that spins. Shortly after Scott's last stop, fellow Ganassi driver Sage Karam spins, bringing out a caution. На трассе появляются Dixon желтые moves up 3 флаги. spots, while current race and championship leader Juan Pablo Montoya falls back to 12th. Монтоя из-за этого откатывается на 12 место. And Ему how пришлось hard is it совершить gonna be пит-стоп for под Dixon желтыми to get флагами. around Pagano on Ну this а Диксон restart? поднимается до 4-й позиции. Рестарт. Here comes Pagano. Симон Пажано атакует Грэма Рейхела в борьбе за первую позицию. Dixon in the mix there. Диксон остается на Scott 4-м makes месте. one final attempt to take the lead, but he can't catch former teammate Graham Но Rahal. в итоге своего бывшего напарника Диксон догнать не сумел. Рейхел одержал победу на трассе Мидо-Гайо. Джастин Уилсон финишировал вторым, Симон Пажано стал третьим. Ну а Скотт Диксон в этой насыщенной событиями гонки получил отмашку к личным флагам на 4-м месте. Но самое главное то, что он опередил своего главного соперника по борьбе за титул Монтою Now и just отыграл у 34 колумбийца points важные behind очки. Juan Pablo Montoya, with 2 races left in the В конечном 2015 счете Диксон выиграет этот чемпионат и завоюет 4-ю корону в своей карьере в Индикаре. Вместе с вами, с новозеландским гонщиком, знакомился Сергей Виднорук.